Желайте мне счастливого плавания. Говорят, что это самый сложный переход пересечения Индийского океана с Реюниона до Ричардс-Бэй. Но потом, наверное, попроще будет от Ричардс-Бэй до Кейптауна, потому что там 2-3 марины есть на пути, и нужно просто погоду будет смотреть и перебежками идти по 2-3 дня, наверное. На 2-3 дня-то можно точно погоду узнать. Так что, думаю, там меньше будет проблем, а вот сейчас сложнее. Только что пережил смерть. Ой. Никогда не думал, что такое возможно. То есть я, кстати, только со стороны наблюдал, там, когда его видно, что он идет, можно успеть паруса убрать, там, что-то каюту задраить. Ну и, может быть, ты с ним не столкнешься. А тут он вокруг меня сформировался. То есть я прямо смотрю, и он начинает закручивать. Я только фал на грудь, ну у меня, правда, два рифа было, то есть я только успел фал на грудь отпустить. Его начало трепать, я думаю, ну все, сейчас просто, ну я не знаю, там в клочки просто парус разорвет, вода кругом летит. А я еще на моторе шел, потому что ведь, ну, это интересная зона, где он, собственно, сформировался. То есть я от острова отходил, то есть я отходил с попутным ветром. Потом вдруг ветер поменялся на встречный. Ну, когда остров высокий и пассаты с той стороны дуют, то тут как бы такой бэквинд называется. То есть он как бы заворачивает и в обратную сторону начинает дуть из-за гор. Вот, ну окей, думаю, ну такой не сильный встречи, там где-то 10-12 узлов. Вот. И потом вот то место, где он меняется снова на попутный, вот в этом месте он и закручивает. И буквально вот, то есть я в океан смотрел, там впереди еще шквал шел, я постоянно за ним наблюдал, то есть вода спокойная, ну то есть волна есть такая небольшенькая, но вот этой вот этого смерча не было. Вот, он прямо, вот еще раз повторяю, вокруг меня начал формироваться. И, конечно, страшно. Я пока жилет одел, пока, ну, надо идти парус стягивать вниз, иначе его просто разорвет. Пока жилет одевал, пристегивался, и я уже вышел из него. Ну, или он как бы в сторону отошел. Вот. Ну, я уже пару спустил, но уже не так сильно дуло, потому что, честно говоря, идти не пристегнутым туда, к мачте, и тянуть парус вниз, ну, мне просто очень, просто страшно было. Вот это да. Первый день уже такие приключения. Ну, сфотографировать, там, снять, сфотографировать. Мне, честно говоря, не до этого было. Короче, вчера Дэс, который, ну, тоже такой X-мен, он в Южной Африке живет. Ну и он помогает местным X-менам уже несколько лет. Он сам на пенсии, сейчас уже не плавает. Вот, ну, хорошо знает местные условия, погоду. То есть он, ну, я как бы доверяю человеку, который местный. Потому что я сам, конечно, я понимаю прогнозы погоды, но это немножко не то. То есть человек, когда с опытом, он больше понимает, чего куда может пойти, чего от этого ждать. Потому что, ну, прогноз, он, собственно, точность у него там 3-4 дня. А то, что ты там на 8 дней скачиваешь, это не факт, что это все будет. Ну, может быть, а может и не быть. То есть там вероятности такие слабенькие. Вот. И, короче, он мне пишет вот уже, я там у него уже какой-то чуть ли не 100-й по счету в этом году, которых он провел, а он уже что-то больше там, ну, по 1000 уже где-то провел яхт за несколько лет. То есть за год он, ну, что-то 200-300, 200 яхт, наверное, он за год. Ну, как, он чем ни денег, ничего не берет, то есть он просто ему, ну, на пенсии человек, ему просто это как бы приятное удовольствие доставляет, вот, то есть там процедура такая, что, ну, когда он дает добро на выход, ну, естественно, ты сам должен решить, то есть ты идешь или не идешь, вот, то есть он во вторник написал, говорит, но там будет циклончик небольшенький такой, слабенький по дороге, ну, как бы, что вы хотели, это же, блин, Южная Африка, мы с доброй надеждой, и огибать потом придется. То есть, ну, никогда не бывает тут идеальной погоды. Вот. Ну и все, он во вторник говорит, ну, ребят, кто хотите, давайте, отправляйтесь. Я иду. В Марине еще за 2 дня нужно предупреждать об отходе.
Вот, ну и я такой думаю, ну фиг знает, попробую. Французы с ними вообще легко договориться, но если... Вот. Короче, думаю, пойду с утра, захожу в Марину, она звонит в таможню, говорит, сейчас ну узнаю, говорит, можно, нет. Оставляет сообщение, и тут сами таможенники оказываются рядом с Мариной. Она такая, о, типа, ребята, вы тут как тут, вот человек хочет уйти. Они, да, не проблема, там, бумага уже готова была у меня, ну, там, буквально листик заполнить. Вот, штампик поставили, все, я в Марине заплатил, пошел. Единственное, ну, пошел за топливом. Единственное, что топливо, я думал, что я смогу, после того, как я уже оформил отход, получить как бы без налогов, то есть там значительно дешевле получается. А у меня буквально 40 литров оставалось, и я купил 240, что ли, 240 литров купил, ну то есть мог бы сэкономить, если бы продали без duty free, без налогов. Но ничего нет, не удалось, то есть я на заправке говорю, там тоже человек по-английски не говорил, так по-французски чуть-чуть. Позвонили в Марину, а эта женщина, с которой я общался, Анжелика, она говорит, ну нет, говорит, таможня такого не делает, то есть, хотя у них есть заправка, называется Марин Дизель, то есть дизельное топливо для яхт, и цена там чуть ли не в 2 раза меньше. Я говорю, так вот же у вас есть, то есть кому они его продают, непонятно, или какие-то большие объемы должны быть, ну то есть я им звоню, ну и собственно этот парень мне говорит на заправке, да нет, говорит, это невозможно, говорит, таможня не разрешает. Ну, короче, да, Марина говорит, нельзя. Ну вот, купил, что было с налогами по их цене, по-моему, 1,6 евро за литр, 1,6 там, 1,6 копейками евро. Ну так, чувствительно, в общем. То есть у меня за солярку примерно вышло, ну, чуть-чуть меньше, чем я за Марину заплатил. Там за Марину меньше, где-то 500 евро, вот за 3 там с лишним недели вышло. Ну и за топливо столько же. Отсюда до Ричардс Бэй 11 дней, если все хорошо. То есть это вот так вот, рассчитывая по 120 миль в сутки. Starlink включил, потому что что-то какие-то странности со Starlink, видимо, какие-то политические. Буквально 50 миль от Reunion, когда я к нему подходил, он не работал. Вот. Но когда я к нему подошел, то есть в самом Реюне он работал отлично, то есть я вот стоял в Марине, если я включаю, он буквально там за минуту соединяется, ну поскольку координаты те же самые, не изменились, он очень быстро координаты как бы подтверждает, что я никуда не уехал, и тут же коннектится к спутнику и все работает. Причем ground point у него в Германии, то есть вот тоже интересно, да, ну, наземная точка, да, то есть со спутников идет сигнал в Германию. Вот, и все это работало, и ну, я так подозреваю, что, то есть я надеюсь, что вот сейчас я подключился, если я не буду отключаться, у меня уже такое было, я когда там в Индийском океане шел, у меня как-то пропал интернет на несколько дней, потом я каким-то чудом подключился, земная точка была в Нигерии, вот, и я два дня шел на моторе и не выключал Starlink, и он работал. А потом я его выключил, и через буквально на следующий день пытался подключиться, и нифига не получилось. И опять там пару дней до Реюниона интернета не было. Вот. Поэтому я думаю, если не отключаться, то, возможно, он так эти спутники будет отслеживать. Спутники-то летают, но если они над Реюнион летают, то они и здесь везде есть. Соответственно, но если посмотреть карты Старлинка, то покрытие очень маленькое. То есть в Африке там буквально был Мозамбик, Нигерия. Сейчас еще там пару стран добавилось, ну, а Реюнион, вот этот маленький островок, пожалуйста. То есть, видимо, ну, я тогда, может, что-нибудь с лицензированием там связано, частотного диапазона, потому что я так понимаю, что все правительства должны как бы разрешить это дело, да, ты же пользуешься, ты же коннектишься, ты же используешь частотный диапазон. Вот, может быть, что-то с этим связано, может быть, наземные станции кто-то не хочет у себя устанавливать. И как бы Маск говорит, ну раз вы не хотите наземные станции, то и не будет вам интернета. Ну я не знаю, короче, это я так гипотетически рассуждаю. Ветра нет, но вот такие вот тучки периодически находят. Вроде бы они не шквальные, то есть так дождик в основном. Третий день моего пути пошел с Реюниона до Южной Африки, до Ричардс Бэй. В обед будет 2 дня ровно.
ветра по-прежнему нет. Должно где-то, наверное, чуть-чуть подуть к концу дня. Ну, кроме торнадо, особо больше происшествий не было. За почти 2 дня ушло 3 канистры солярки. Вот чем я сейчас занимаюсь, это переливаю. Вот одна уже готова, сейчас вот вторая и третья. Шланг идет туда, в отсек, где канистры стоят. Здесь вот фильтр я поставил новенький. Там вот дальше насосик стоит. Отсюда не очень видно. И тумблер. Похоже, надо новую канистру. Уже воздух сосет. Сейчас менять буду. Перекинул шланг в последнюю канистру. Сейчас ее перекачаю и все, и канистры уберу вот сюда, в этот рундук. Там место, я думаю, еще можно найти, чтобы они тут не мешались. Ну вот здесь тоже пока шланг надо вручную в горловину бака засовывать. Но в принципе это не так страшно, потому что все равно мне сначала нужно замерить уровень топлива, то есть открыть вот эту крышечку, залезть туда измерительным щупом, посмотреть, сколько там топлива, вот, и потом уже вставить шланг и заливать. То есть в принципе этот шланг можно подсоединить, конечно, вот куда-нибудь вот другим шлангом, чтобы его постоянно туда-сюда не вставлять. Ну вот, канистру убрал, теперь другое дело. В кокпите чуть больше места стало. С парусами удобнее работать и рулить, когда там можно стоять, не прыгать вокруг этих канистр. С топливом покончил, пора и позавтракать. Яичница сегодня будет спать. Так, пока лучок жарится, проверяем почту. Starlink работает, я его не выключаю. Ну интересно, я вчера Дезу, я ему вчера отправил свои координаты, все как он просил, а ответа от него не получил. То есть, может, я его не понял. Ну, он вроде говорит, ты каждый день отправляешь свои координаты, я тебе каждый день отправляю рекомендации, там, обзор погоды, да? Все, пока жарится. В июне я неплохо провел время, особенно первую неделю, когда я брал машину и, собственно, поездил по горам. Ну, я не знаю, там кроме гор, там что-то еще интересного или есть или нет, горы там впечатляющие. Да, я бы даже сказал, ну, конечно, круче, чем в Новой Зеландии. В Новой Зеландии там, конечно, на Южном острове там и снега, и ледники есть, там ну, чуть похолоднее, да, климат, и повыше немножко горы. Ну, а здесь, конечно, теплее, тропики, ледник растаял. Не так давно, несколько десятков лет назад. Или, как я говорю, его распродали на рынке. То есть они его там нарубали, у них там были такие колодцы, они их туда складывали и потом носили в город и продавали на рынке, как обычный лед. Так что вот, ледник распродали на Реюне, сейчас там его нету. Ну, в Новой Зеландии ледники тоже тают, их, правда, там не продают, но вот, я думаю, черт его знает, что с климатом у нас на планете будет, но тоже, вероятно, они могут растаять какого-то города. Захотел закончить холодильник, то есть съесть все, что в холодильнике, там не так много осталось, чтобы его выключить и чтобы электричество в основном только на интернет шло. Не надо было двигатель так часто запускать этот заряд. Сейчас, конечно, все заряжено, вот несмотря на эту температуру, под 39 там в дальних отсеках, где не проветривается. Сейчас тут тоже батареи открыты. Не знаю, в каюте тоже бардак такой, из-за того, что эти коробки они там были, сейчас я сюда поставил, чтобы батареи не так грелись. Проблемку надо решить будет. Последний денек наслаждаюсь погодой. Собственно, наслаждаюсь в каком смысле. В моторе, конечно, идти не очень приятно. То есть хотелось бы все-таки ветерок и под парусом. Но не качает, это плюс, да. То есть можно вот так вот сесть, попить чай, не держа все сразу тремя руками. Вот, решил показать на карте, чтобы нагляднее и понятнее было. Карты
собственно, программка OpenCPN. Тут старые карты симаповские 93-го года. Вот, ну, то есть для планирования они подходят очень хорошо, потому что они покрывают весь мир. И вот я обычно маршруты на них прокладываю, а потом, если надо, уточняю уже по обновленным картам Navionics или iSailor. Значит, она позволяет загрузить, то есть у нее есть плагин для грейп-файлов, для карт погоды. Можно, я загрузил последний файлик, значит, вот я его сегодня скачал, вот он. Вот. И здесь время, значит, указывается местное, да? Вот здесь вот моя точка, вот эта красненькая, это где я был в 8 утра. Тут я еще поставил два маркера, то есть 8 утра это следующего дня и 80 утра через 2 дня, вот, треугольничек второй. Вот. Ну и, соответственно, если мы промотаем погоду, вот мы видно здесь вот он уже самая зона низкого давления образуется, вот вокруг нее начинает закручивать ветер, вот видно здесь уже 25-30 узлов дует. Загрузил прогноз погоды, обновил. Короче, фронт, ну уже видно по погоде, что уже тучки пошли, хотя ветра до сих пор нет. Такие перистые облака, в общем, предвестие циклона. Короче, ночью холодный фронт уже, то есть циклон на юг уходит, а холодный фронт я все равно пересекаю. Где-то, ну, ночью под утро, наверное, уже ближе к утру уже холодный фронт будет пересекать. Ну, там, ну, короче, написано 20, порывы 30, но черт его знает. Я думаю, могут быть и 40. Посмотрим. Вот, решил, надо со штормовой снапсель сразу поставить, чтобы потом не ночью там на волне не прыгать. Приготовить его, шкоты провести. Поставлю сейчас. Ну, не поставлю, просто приготовлю. То есть, когда надо будет его поднять, это делать гораздо проще. Пристегнул фал и поднял. Обеда. Меня Брайан научил. Брайан — это пилот на пенсии, с которым я познакомился в Дарвине. Пилот United Airlines. Он там что-то 25 или 30 лет пролетал. Очень интересный дядька, сейчас тоже эксмен, путешествует по миру. Шри-Ланку уплыл, а я вот на Риюне. В Дарвине мы с ним там много пива выпили. Короче, когда он меня приглашал к себе на яхту, он вот готовил примерно такое блюдо. Ну, как это, он на пенсии, он просадил все свое состояние на бирже. Вот. Сейчас живет на там 2000, ну хорошая американская пенсия 2000. Вот. Но то есть, с яхты же надо покупать какие-то запчасти, то есть не хватает. Короче, он меня научил. Вот, лук обжариваешь, молоко туда вливаешь, я из сухого молока делаю. Короче, он в магазине покупает самые дешевые вот эти вот полуфабрикаты готовые, ну не готовые, там, ну и почти готовые, да? Вот, например, вот типа вот такого. Или вот, то есть вот он вот эти два пакетика покупает, что-то один там доллар стоит, другой доллар стоит. И вот, говорит, классный, говорит, обед получается там за $3. Ну, а тут инструкция, значит, кипятить там стакан молока, выдал макароны, там, не знаю, паста, да, лапша, добавить туда. Ну, там что-то какие-то специи еще есть, то есть это все надо довести до кипения и помешивать 7 минут.
Вот. Я тоже делал раньше. В принципе, нормально, съедобно, довольно вкусно. Ну, то есть 7 минут, сейчас засечем время. 47, да? То есть 50, 54. Вот. И как? Как только наши макароны готовы будут, я туда вот этого лосося добавляю. Так, чаек готов. Сухарики купил на реюнионе французские, практически как наш. Я не знаю, кто у кого научился делать, но класс. Все, приятного аппетита. Только я, значит, собирался уже написать Дезу имейл со своими позициями, скоростью и курсом. И интернет отвалился. Причем я думал, может быть, перезагрузился нечаянно, тарелка перезагрузилась. Посмотрел в приложении, у него аптайм 2 дня, там, ну, почти 3 дня, да, там 2,5 дня. Все, спутники пропали, и все, она перешла в режим поиска, тарелка перешла в режим поиска спутников. И так она их искала почти 2 часа и ничего не нашла. Она где-то 30 минут ищет, потом перезагружается, потом опять 30 минут ищет, перезагружается. Вот такая радиопрограмма. Вот. Ну и я думаю, наверное, уже не будет интернета, потому что я когда смотрел карты Starlink, там и Мадагаскар, и Южная Африка, там нет покрытия. Единственное близкое место, где есть интернет, кроме Реюниона, это Мозамбик. Вот. Потому что на тех же картах показано, что в океане интернет везде есть, то есть там нет зон покрытия. Там есть как бы океанский интернет, за который ты платишь отдельно. Там, ну, я там плачу $3 за гигабайт. Вот, у меня есть на него подписка на океанский интернет. То есть он, по идее, должен работать. Вот. Но я думаю, как запасной вариант придется пытаться ловить факсы, радиофаксы. Я надеюсь, что, может быть, в Южной Африке они их еще транслируют. Потому что я не знаю, рассказывал или нет, что в Новой Зеландии радиофаксы отменили. Сказали, о, да, это старая технология, сейчас есть интернет. И типа забили на вещание радиофаксов. Я им даже тогда имейл писал, говорю, ребята, вы что, офигели? Интернет не везде есть, не у всех работает, не всем по карману. А это как бы бесплатный, надежный, проверенный. В Иране его отменили, и интернет еще недоступен. Ну, они мне ответили даже, говорят, ну, не знаю, они говорят, ну, а что, вот у нас, типа, мы так, я не знаю, там, правительство финансирования лишили, и все. Видимо, правительству надо было на чем-то сэкономить, вот сэкономили на радиофаксах. Хотя, что там, радиопередатчики стоят, ну, не знаю, как, ну, там, что там поддержка, если, может быть, конечно, что-то надо менять периодически, но я не думаю, что это так дорого прям. Хотя персонал, да, наверное, нужно работу персонала оплачивать, а так, конечно, можно всех нафиг сократить и уволить. Ну да, они мне ответили, что вот, типа, ну, я говорю, я их спросил, говорю, это только это во всем мире или это только в Новой Зеландии? Ну, они мне что-то там назвали, какие-то еще страны, я вот не помню, Африка была там или нет, Южная Африка. Вот. Он говорит, что вот Австралия вещает, на самом деле я же с Австралии тогда ловил радиофаксы. Ну вот он и фронт приближается на горизонте. Вот эти вот тучки. Я уже заранее завел двигатель. Ветер сейчас скис как раз перед этой стеной. Как до нее дойду, так он поменяется на 90 градусов. И будет совсем встречный. Ну, да, встречный или даже может быть немножко с левого борта. Ну, все равно крутой такой бейдевинт. Вряд ли под парусом удастся идти, по крайней мере, первые несколько часов. Потом он будет отходить, и потом уже можно будет и под парусом пробовать, и
Я думаю, что завтра, к завтрашнему утру он должен стать галфиндом. Ну или что-то близко к галфинду. Очень быстро он движется. Вот ветер в один момент поменялся. Сразу порывчик дунул. И все, и уже другой галс. 22-23 узла, ну это как бы вымпельный ветер. То есть у меня, считай, скорость 4,5, то есть ветер, наверное, может 18 так дует. Ну, вроде бы примерно туда удается идти. Немножко, может быть, севернее забираю чуть-чуть, но я и так спустился на юг. То есть, и я думаю, выровняется, он будет потом отходить. Ну, 25-27, ёлки-палки. Тут еще и течение встречное, 2 узла. Тут скорость, ну там 3,6, да, а там 1,5. Ну что это такое? Ветер усилился до 25, там чуть ли не до 30 порывы. Вот, течение по-прежнему также 2 узла. То есть скорость относительно земли где-то 1-2 узла. Она до 2 узлов разгоняется, она потом падает с волны с грохотом. Еще здесь как-то в кокпите не слышно эти падения, а если в каюту пойдешь, то там прилично ну, чувствуется, как она падает ну, с таким с треском, с шумом. Стихать он еще не скоро будет. Еще, я думаю, минимум часов 6 так будет дуть. Может быть, чуточку отойдет в сторону. Все, давление начало расти. Оно за предыдущий день с 1018 до 1010 миллибар упало. То есть на 8 миллибар. Доброе утро, если оно, конечно, долгое. Оно и близко тоже бывает. Вчера я решил, так просто делаешь простой расчет, если 2-3 узла встречное течение и там, 30 узлов встречный ветер, у тебя скорость 1, максимум 2 узла, и тебе так в таком режиме идти еще миль 200, понимаешь, что тебе ни топлива, ни времени, ничего не хватит. Понятно, там ветер поменяется, но все равно течение 3 узла, даже если у меня будет скорость 6, то есть у меня 3 съедает, и 3 узла, и 200 миль, это долго очень. Вот, то есть я понял, что из него надо выходить, потому что я посмотрел по карте, оно тоже, вот это вот, как люди миль 200, оно вот идет прямо до юга Мадагаскара. Вот, ну, как-то я раньше не обращал на карты течения внимания, не думал, что тут такие прямо завихрения везде. Да, довольно быстрые. Короче, решил я, значит, надо выходить. 90 градусов повернул, ну, нет, повернул, наверное, градусов на 60, но за счет этого течения еще на 30 градусов меня сносило. То есть на север пошел. Где-то, наверное, миль 20, да, 25 миль я ушел. А интернета по-прежнему нету. Несколько раз сейчас до сих пор он там постоянно перезагружается, пытается найти. Распустил одни рифы. Поставил, поднял штормовой стаксель и наконец-то выключил мотор. Ну вот, хорошо идем. Скорость, ну сейчас что-то поменьше стало, было 6. Немножко подутихло, конечно же, 30 не дует, где-то 20, так, 22. Ну, да, разгоняется, в общем, до 6. Ну, вот видно, что выхожу я за Мадагаскар. Хотел показать, как яхта до 7 узлов разгоняется при скорости, ну, вот 24, да, 25 порывы. 7 узлов, 7,2. Вот, а причем парус 7,2 узла, да? Вот, это, ну, 24, 24, 23, 25, вот так вот, да? Причем это, ну, бейдевинд, сколько вот, да, 60-50 градусов к ветру. Причем стоят штормовой стаксель и половинка грота.
То есть 2 рифа на гроте и штормовой стаксель. И ветер, ну, 25 узлов, да, и скорость до 7 доходит. Ну, это просто что-то невероятное для такой маленькой яхты. 9,4 метра, да, у нее ватерлиния еще меньше, там 8 с чем-то метров. Вот, то есть насколько она легкая, да, то есть, ну, у нее 4 там с чем-то тонны водоизмещения, длинный киль, большая смачиваемая поверхность. Плюс у меня сейчас еще ветрорулевой туда опущен. Обычный пропеллер стоит, который не складывается. И при этом вот достигаются такие скорости, ну, то есть на моторе она достигает теоретической скорости корпуса, то есть там 8 с чем-то. Конечно, для вот слабых ветров это идеальные яхты, но для сильных ветров совсем не годятся. Потому что слабые, потому что слишком легкие, разгоняются на волне, взлетают как с трамплина и как трамплинщики падают. А вода плотная довольно-таки, если на нее всем корпусом упасть. И, соответственно, она начинает трещать по швам, переборки отлетают, весь этот ламинат, все, что приклеено, все это отлетает. Так что для высоких широт это не та яхта, ну плюс у нее никакой изоляции, то есть она никак не утеплена, ну за исключением, что у нее, конечно, палуба двойная, практически, наверное, у всех яхт двойные палубы. У нее вместо фанеры в прослойке какая-то там пена тоже находится, которая не гниет, соответственно палуба не начинает проваливаться через какое-то время. Беда многих палуб, у которых в прослойке фанера, куда рано или поздно вода попадает, она начинает гнить. И все, и палуба становится такая очень мягкая и податливая. Соответственно, ремонт дорогостоящий. А здесь они использовали какую-то пену внутри. Даже если туда вода попадет, ничего и не делается. Вот вам показать свой дисплей. Тут скорость относительно воды, земли показывает, курс, направление, ветер, угол, скорость ветра. Тут сколько пройдено на этапе, да, сколько всего пройдено, сколько осталось. Вот тут сколько за 24 часа прошло, насколько отклонились от курса, восход, закат во сколько. Вот теперь метеорология пошла, температура, давление, влажность, ветер прогнозируемый. Да, это вот 6 часов прогноз погоды, ветер, дождь и волна, да, вот температура, график за неделю, влажности и вот давление, вот как выглядит циклон. Вот, но это уже системные параметры, ну и время, соответственно. Вот, это я вам немного, значит, про экран рассказал, а сами мозги-то вот здесь находятся, вот Raspberry Pi, это 4-й Raspberry Pi. Вот тут плата подключения, собственно, к ней монитор вот этот маленький подключен. У 4-й Raspberry Pi у нее 2 HDMI порта, то есть можно 2 монитора подключать, можно этот маленький, а можно этот большой подключать. Ну, большим я что-то не пользуюсь, я так его купил, думал, ну там карты можно OpenCPN карты показывать, на нем изображать. Он где-то, наверное, 60 или 40 или 60 ватт он потребляет. То есть, в принципе, его можно настроить, чтобы он там впадал в спячку, там, не знаю, каждую минуту или что-нибудь такое, чтобы не сильно много потреблял. То есть он на 220, ну там 200, ну короче, от высокого напряжения, там 127, 220 работает. Вот. Но я что-то руки до него не дошли, так им особо не пользуюсь. Вот. А к самой Raspberry Pi здесь, значит, подключен бошевский датчик температуры, давления, влажности и GPS подключен. Вот, и, наверное, да, все, больше тут ничего нет. Да, ну я его еще как программатор использую для Wi-Fi модулей. Вот здесь вот 2 провода торчат, последовательный интерфейс, то есть можно программировать через него. Вот, ну эти часы давно уже не идут, там надо механизм менять, не только батарейки, а барометр работает, то есть он даже питания не требует. Что-то я уже забыл, какой там принцип, но да, без батареек отлично работает. Вот, это один Raspberry Pi. Вот здесь у меня, кстати, этот самый Wi-Fi раутер. Здесь Raspberry Pi можно сюда подключать, а здесь вот блок питания для Starlink. Вот, а это другой Raspberry Pi, третий еще, я его сначала купил, самый первый у него 1 гигабайт памяти, а у 4-го 4 гигабайта памяти, там 4 процессора.
Вот. Ну, к нему тоже GPS-модуль подключен. Вот он. Торчит тут даже Arduino. Arduino есть, который я раньше использовал для мониторинга напряжения батареи, но что-то он как-то не очень стабильно работал, я его похерил. К нему тоже был подключен датчик температуры, давления, влажности плюс частоты воздуха. Что-то он вышел из строя. Да, этот GPS модуль, он через преобразователь подключен там 3, что он 5-вольтовый, а Raspberry Pi 3-вольтовый. То есть, соответственно, нужно преобразовывать сигналы. Может преобразовать, а может где-то контакты отлетели. Вот здесь вот еще пищалка стоит, которая пищит, если когда надо. Динамик. Вот. И Raspberry Pi, то есть к нему 3, ну, сеть, да, идет, и еще 3, там третий не видно, 3 USB подключения. Вот. Один USB подключение, это вот, значит, как бы GPS модуль, ну, такой старенький, но работает. То есть, поскольку когда у меня вот этот отвалился, я, значит, ну, срочным образом подключил второй запасной. Да, и два другие USB подключения, это AIS. Вот он стоит. Вот у него там преобразователь, значит, у него последовательный интерфейс, то есть последовательный сериал, сериал на USB, да, с последовательного на USB преобразователь идет, и подключен, собственно, реймариновский чарт-плоттер. Ну, здесь у него единый такой кабель, который идет вот туда за панельку. Вот, и там на панельке идет разводка. С него снимается NMEA, да, NMEA сигналы, и они через вот здесь вот наверху видно преобразователь, то есть он USB NMEA, то есть нет, подождите, что говорю, NMEA это USB, да, то есть NMEA в USB он преобразовывает и вот на Raspberry Pi посылает. То есть Raspberry Pi считывает данные с чарт-плоттера, из AIS, из GPS. Вот. То есть то, что мне интересно с чарт-плоттера, это в первую очередь все его датчики о, значит, показании ветра, направления, скорость, глубина, температура воды, который, правда, сломался, температура воды не работает. Что еще? Ветер. Да, ветер, наверное, и глубина. Вот, то есть с него также можно снимать там координаты, скорость. Ну, собственно, я и снимаю, потому что там какое-то усреднение проводится. Вот. С AIS я только снимаю данные о кораблях проходящих. Вот. Ну, соответственно, там я написал на C программку, которая считывает, опрашивает эти все порты. Ну, собственно, не все. GPS, для GPS уже есть стандартный GPSD сервис, который это все обрабатывает. Ну, собственно, с AIS он тоже обрабатывает. Я уже как бы использую GPSD для расшифрованных данных AIS. Вот. Моя программка, она считывает данные только с чарт-плоттера, вот, усредняет их, то есть там, например, усредняет их там, ну, то есть это задаются значения в конфигурационном файле, но так по умолчанию, например, для ветра делается среднее в минуту, да, какой ветер средний в минуту, вот, и, ну, соответственно, также вычисляется значение минимума, максимума, вот, и тоже, ну, и практически так для всех параметров. Какие там еще параметры, кроме ветра? Ветра, скорость там, значит, есть тоже, значит, средняя минута, там уж не помню, в минуту, не в минуту, минимум, максимум, вот что-то я уже забыл, да, глубина, по-моему, там не средняя, она не рассчитывается, потому что зачем она нужна, то есть там мгновенные значения используются, ну, координаты, естественно, время. Ну, по-моему, хединг, да, то есть направление используется, соответственно, эти углы, минимальный, максимальный, курс, да, относительно Земли, скорость, скорость воды, да, еще с лага считывается скорость воды, в смысле скорость воды, скорость яхты относительно воды,
тоже минимум, максимум и средняя за минуту. Вот, все это хранится в базе данных SQLite. Вот, а потом уже с помощью PHP скриптов это все считывается, обрабатывается и выводится вот на экран. На экран это очень просто выводится. Тут, значит, запущен Chromium браузер, да, вот, как это называется-то, в киоск, да, в режиме киоска. Вот, в режиме киоска, то есть у него не видно ни рамки, ничего, да, никаких ни менюшек. Вот, этот режим киоска называется. То есть у Chromium он более-менее корректно работает. Сам Chromium, конечно, мне не нравится, он громоздкий, там и баги, то все. Вот, но режим киоска у него лучше, чем у каких-либо других браузеров, которые я пробовал использовать. Вот, да, то есть, ну и тут же, соответственно, есть сервер Nginx работает на этом Raspberry Pi, сервер Nginx на том Raspberry Pi работает, ну и Chromium просто делает HTML по PHP запросы к обоим серверам, да, и, ну, что там стоит? Там рефреш обычно стоит. То есть там 3-5 секунд рефреш на каждую страницу, и он вот просто эти страницы листает. Вот так, такой вот простенький дизайн. Но как что говорится, просто и сердито, да, то есть вполне работоспособно и наглядно и удобно в использовании, да, то есть можно все эти экраны менять очень просто, там добавлять, убирать и так далее, и так далее. Аж вспотел, жарко. Пошли первые поломки. Отключился ситок. Ситок — это интерфейс, который связывает, это реймариновский интерфейс, по которому общается вся электроника внутри реймариновского. Приватная сетка фактически, да, то есть все данные по этой сетке передаются. То есть на ней висит и ветроуказатель, и эхолот, и автопилот, и что еще там. И лак, показатель скорости. Вот. Он мне, значит, выдал ошибку, говорит, ошибка ситок. Ну, я думаю, ладно, сейчас пойду разбираться, в чем ошибка. А потом что-то раз, и все приборы вырубились. Но у меня как раз автопилот еще был подключен, я быстро в правильном режиме перекинул все на этот самый, на ветрорулевой, вот, чтобы яхта управление не теряла. Вот. Ну и вот у меня, собственно, питание на всю электронику реймариновскую подается с борт-компьютера, то есть компьютер, к которому компас подсоединен, который, собственно, управляет автопилотом. Вот. Но с него же питание идут на все дисплеи, да? на все остальные приборы. То есть он как хаб такой, распределитель питания. Я думаю, ну, раз питания ни на одном нету, значит надо туда лезть. Короче, вот все вытащил опять оттуда. Раньше я все вытаскивал, чтобы батареи охлаждать. Сейчас все вытащил, чтобы добраться до борт компьютера. Вот. Я молил Бога просто, чтобы там сгорел предохранитель. Я знал, что там 2 предохранителя и 2 запасных. И вот один стоит, видимо, на интерфейсе ситок, а другой на питании. То есть этот вот поменьше, тот помощнее. Вот. Но я этот вытащил, смотрю, точно спиралька перегоревшая. То есть чего она перегорела, у меня там к нему еще были свои провода подключены. Я хотел интерфейс свой делать к ситоку, к ними. То есть я сделал проводку и провода, ну так, обмотал, вроде заизолировал. Они вот там у меня висят. Вот. Но я смотрю, на них сейчас капает вода. Короче, соленая вода, это всегда вот чем-нибудь вот таким вот грозит. То есть, ну, я думаю, что он сгорел-то? Может, конечно, от старости, но всякое бывает. Но, может быть, где-то тут замкнуло. Ну ладно. То есть, по крайней мере, сейчас снова все работает. Вот так бы я шел без электроники. То есть, чарт-плоттер-то работал, но ни ветер не показывал, ни глубину, ни
и автопилот бы не работал. Не нашел я, где вода капает, все посмотрел, вроде все сухо. Есть еще, конечно, теория, что она туда снаружи прилетела, потому что вот где-то что-то было не закрыто, когда волна попадала несколько раз в кокпит. Тут еще вот этой дощечки переборки не было. И тут она всяко разно летела, и она теоретически, конечно, могло и туда хлестнуть. И так немного воды попало, ну черт его знает. Свеженькая рыбки поймать. Вот, веревка такая, не леска, да, ничего. Синтетическая, ну, тяжело очень поймать. Сорвется, но очень большая рыба. Гаечка, металлический поводок, грузик внутри кальмара и вот огромный крючок, все что надо. Они не гнутся, не ломаются. Не важно, можно и маленькую рыбку тоже на такой и никаких этих самых новомодных катушек, вот, да, йоу-йоу. Рыба ловится, как всегда, не вовремя. Только я, значит, во-первых, я тут тестирую тарелку. Значит, я ее переделал повыше и подключил провода с моторчиком. Думал, что, может быть, если она как-то позиционировать начнет себя, может быть, она что-нибудь и поймает. Но я смотрю, она нифига не позиционирует. Она также плоская, собственно, как она у меня стояла, так она и стоит. То есть я думаю, что, наверное, дело не в моторчиках. Потом думал рифы взять. А тут смотрю, вон рыба поймалась. Ну ладно, пусть она пока устанет. Она, видимо, не очень большая, резинку не сильно натягивает. Хотя, может, она уже давно поймалась. Ну, наверное, пойду сначала рифы возьму. Долго я собирался. Короче, дело было не в моторчиках. Я просто вообще ни разу, ну, собственно, один раз я включил ее с подсоединенными моторами, когда купил, чтобы она, потому что она как идет в собранном положении, да, идет в упакованном, то есть как бы тарелка сложена, да, вот. И чтобы ее, значит, разложить, я ее, когда купил, я ее включил, она развернулась. Вот, и все, я ее выключил, она осталась в развернутом положении, собственно, то, что мне и нужно было. Я потом прорезал дырочку, отключил проводочек с моторчиками, вот, и все время она у меня работала в плоском положении. А как она должна вообще работать, ну, как бы, в заводской конфигурации, непонятно, потому что я и модем этот их выбросил, ну, не выбросил, он там валяется. Вот, потому что там ни Ethernet у него нет, там надо Ethernet как-то отдельно у них покупать кабель. Вот, ну и он от 220 работает, там, от высокого напряжения, то есть это через инвертор его гонять тоже не вариант. Просто я почитал, люди покупают преобразователь с 12 на 48 вольт. Вот, там специальный инжектор покупают для POE, да, Power over Ethernet. Он специальный, потому что там питание по всем 8 проводам Ethernet подается, то есть обычно по 4 только. Вот, купил, значит, этот инжектор, этот конвертер, довольно мощный, он что-то, по-моему, 120, сколько ватт, 120, по-моему, ватт. Я сначала купил на 90 ватт, и что-то он не заработал, и я не знаю, может, короче, мне показалось, что 90 маловато. Вот, купил на 120, на 90 так, запасной. Что-то я так и не уверен, то ли он, то ли что-то другое, то ли у меня провода просто не обжаты были толком. Вот, провода там тоже нужно хитро обживать, потому что у них Starlink использует нестандартную разводку изернетовских кабелей. Вот, то есть
Ну, это все в интернете описано, то есть это все легко было сделать. Да, и поэтому я не знаю, как она должна с моторчиками работать. Ну, вот у меня была последняя идея. Ну, давай, думаю, подключу эти моторчики. Может быть, я думал, что она, может быть, когда координаты находятся, да, положение в мире, и она знает, где там спутники летает, то она как-то пытается там их позиционировать, когда она их ищет. А нифига. То есть, я так понимаю, она, значит, получается, позиционирует уже, когда она подключится к какому-то спутнику, и, видимо, для улучшения сигнала, то есть, видимо, там меряется вот это вот отношение сигнала к шуму и оптимизируется угол. Ну, это опять-таки мои догадки. Ну, вот я сейчас ее с моторчиками включил, то есть она ничего не двигается, в принципе. То есть она просто ищет. То есть, возможно, потом, когда она найдет, она что-то начнет с ними делать. Но у меня до этого не доходит. Вот в чем проблема. То есть, видимо, спутники просто... Я не думаю, что их нет. Я думаю, что они просто отказывают в подключении по тем или иным причинам. Короче, снова отключил моторчики, потому что так ее высоко, она как-то, мне кажется, очень хлипенько так держится в этой трубке, и, ну, как бы ее там болтает, и я думаю, на волне ее в какой-то момент ее просто нафиг или ветром, или волной чем-нибудь несет. Я еще запустил пониже, она также вот на несущей для солнечной батареи висит, ну, как раньше было, она там привязана вдоль стойки, то есть так она гораздо надежнее стоит. Вот, ну и моторчики, что, ну, все пишут, они нафиг не нужны, у всех работают без моторчиков. И даже лучше работает без моторчиков, потому что если с моторчиками она что-то начинает двигать туда-сюда, и интернет пропадает, потом останавливается, особенно когда на якорных стоянках яхта туда-сюда, ее там ветром будет, и тарелка тоже начинает вроде как двигаться, и при этом интернет отваливается. Вот. А когда, говорят, убирают моторчики и просто ее плоско устанавливают горизонтально, то интернет стабильно работает. Короче, от моторчиков только вред, чем польза. Поэтому я их сразу отключил, даже не стал проверять. Ну, я кучу постов начитался на эту тему. Вот, ну, что, думаю, это не чушь какая-то. То есть люди грамотные и проверено уже много раз. Так. Вот, ну и вот сейчас уже это уже просто от меня бессилия, от безвыходности, да, ну надо что-то же делать, надо же как-то интернет и погоду получить. Вот, ну дай попробую. Ну нет, не в этом дело. Хорошие новости, я получил интернет. Каким-то чудом, непонятно, вот после того, как я снова моторчик отключил, тарелку повесил, я думаю, ну надо проверить, вообще она работает или нет. Вот. Ну и запустил ее, так думаю, на цикл. Сейчас она полчаса поищет и выключу. Ну тут я уже собираюсь выключать ее. Смотрю, у меня сообщение приходит с YouTube, там кто-то подписался на канал или что-то такое. Или комментарий оставил, что помню. Интернет есть! Сразу первым делом прогноз погоды. В принципе, там, ну так, особых изменений нет. Единственное, что вот этот сильный ветер, от которого сейчас уже прям вот уже почти 30 дует. То есть уже волну раздуло, уже, наверное, надо что-то еще их убрать. Не будет сильно. Скорость уже до 8, ну да, уже по 30 уже. Наверное, надо рифы пойти взять. Вот. И, короче, до вторника так будет 30 узлов дуть, ну, то есть можно или вообще убрать грот, идти под одним стакселем. Третий риф и взял, уже по 30 узлов уже порывы, то есть так где-то 20, порывы до 30. И на порывах ее сильно очень приводит. Наверное, надо грот убрать вообще и идти под одним пока штормовым стакселем. Тогда ее будет меньше приводить. Ну, я думаю, по штормовым стакселям можно будет и потом идти. Но в крайнем случае его можно просто бросить и под одним такелажем, под одним рангоутом, голым рангоутом идти. Так уже делал, когда 30 дуло и порывы там до 40-45 попутные. В принципе, на порывах на 5 узлов без ничего шла, вообще без парусов.
Вот. Но так, без порывов, если где-нибудь 25-30 дует, ну где-то 3-4 узла она идет. В принципе, ветер рулевой справляется без всяких парусов. Ну это если совсем хочется спокойствия. Ну, конечно, болтать будет без парусов. Тоже вот с гротом чуть меньше болтает, а со стакселем больше будет ее раскачивать из стороны в сторону. Но с гротом на порывах приводит. 5 ноября, утро. Сейчас уже немножко стихло. Где-то 20 узлов дует, ночью 25-30 было. Вот до сих пор иду под штормовым стакселем, где-то скорость 5 узлов. К вечеру опять усилится до 30, поэтому не знаю, стоит грот поднимать или нет. В принципе, сейчас тоже порывчики за 25 идут. Волна, значит, по прогнозу что-то порядка 0,5 метра, 9 секунд период. Дес вчера ответил, он всем рекомендует идти в укрытие, ну, в общем, Мадагаскар. Там с западной стороны Мадагаскара есть залив. Забыл, как залив называется. Небольшой островок Носи-В. Носи-В это где-то от юга Мадагаскара до этого островка, туда на север нужно подняться где-то, наверное, 350 миль, что ли. Вот. Ну и там вроде к берегу, ну, как бы нежелательно подходить, потому что там могут пограничники, ну и чиновники, там, которые следят за приходом яхт, увидеть. Вот, и прийти тогда тебя либо оштрафовать, на деньги развести, там, арестовать, что хотят, то и смогут сделать. Вот. Ну, вроде как за этим островком, если близко туда к поселкам не подходить, то вроде бы ничего. Но кто его знает. Вот, короче, он все яхты туда отправляет, вроде бы передо мной вчера яхта шла, и за мной еще 6, ну, видимо, включая меня, 6 яхт. Вот. Я ему вчера тоже ответил, говорю, но вообще говоря, у меня план прийти в пятницу в Ричардс-Бэй. Он говорит, нет, ты типа не успеешь, там до Ричардс-Бэй еще 760 миль. Вот. Но я на самом деле что-то, видимо, плохо спал вчера, что я почему-то думал, я в пятницу утром прихожу, а получается при очень хорошем раскладе ночью в пятницу, ну, если уже на субботу, утро на субботу, Дес не учитывает течение, то что он говорит, ну, я вчера смотрел эти онлайновые карты течения, которые, ну, не глобальные такие течения, а именно локальные, когда они со спутников меряют высоту океана, учитывают тоже ветра, направление ветра и что-то они там что-то еще учитывают. Ну, наверное, глобальные течения. Температура воды, это, я думаю, вряд ли сильно влияет на поверхностные течения. Вот, короче, там все это интерактивная карта, примерно так же, как на Индии, то есть оно все это показывается. Вот, то есть они в основном такими, как вортексами, воронками, да, такие закручиваются в разных местах и довольно сильные. То есть я вот несколько раз в них попадал, там 1,5-2 узла встречное течение, и что делать? Вот. И Дес говорит, вот типа иди на запад, прямо от юга Мозамбика, Мадагаскара прямо на запад. А там как раз эта воронка и встречное течение. Я в него уже попадал. То есть не в него, а в похожее. И потом я же рассказывал, как мне там пришлось 25 миль перпендикулярно моему курсу уйти, чтобы выйти из этого течения. Иначе бы я в нем там долго-долго торчал. Вот. И здесь такая же бы ситуация могла быть. Там тоже примерно 100 миль где-то нужно было бы идти против вот этого 1,5-2 узла течения. То есть это, ну, хоть и попутный ветер, но все равно неприятно столько терять в скорости. Вот. Поэтому я немножко на юг уклонился. То есть не по 26 я теперь буду параллели идти на запад, а где-то 27 там с копейками. Вот. Ну, в Нозе точно я не хочу идти. Ну, блин, останешься там без интернета, и что потом? Я Десу так сказал, говорю, я
у меня пропадет интернет, у меня вообще не будет никакого прогноза погоды. Ну, то есть надежда на X-менов, будут они там, не будут, ну, это уже такой несерьезный план, да, на кого-то рассчитывать, кого может и не быть там. Ну и, соответственно, топлива не так много, например, чтобы постоянно эту тарелку поддерживать питанием, ну и провизии тоже не так уж и много. То есть сейчас я не могу прям там торчать черти знает сколько. Причем в иностранном государстве неофициально, да, то есть можно еще и на неприятности нарваться большие. Вот так. Ночь ничего прошла, даже немножко поспал. Волной иногда заливает кокпит, но сейчас вот уже стихло, уже не часто заливает. Ходил, ставил оттяжку для штормового стакселя. Сейчас надо будет небольшенький поворот делать, идти чистым фордевиндом. Я уже попробовал, если больше чем 150 градусов к ветру, то он начинает, короче, туда-сюда летать с борта на борт. То есть без оттяжки никак попутным курсом не получалось бы идти. Вот, то есть грот тогда надо было бы ставить, а сегодня опять ночью под 30 будет дуть. Так что лучше под штормовым стакселем. Да. А интернет опять 9 часов утра это отдался. Так я Десу я успел отправить координаты, там все, свой план, вот, а ответ от него не успел получить. Поснимать немножко красивые волны. С утра интернета нет, погода черт знает какая будет. Вот сейчас 25 дует, то есть это вымпельные 25, значит, истинные все 30. Ну, уже, правда, должен немножко стихать начать. Хочу какой-нибудь гребешок заснять, а что-то как их решишь поснимать, так они сразу начинают стесняться. Говорят, да мы не фотогеничные, ля-ля-ля. Ну вот, ну нет, не гребешок. Ну почти, ну такой слабенький гребешок. Они когда вот большой гребешок приходит и прямо вот за кормой, ты думаешь, сейчас он захлестнет корму, ну, кокпит или не захлестнет. Вот. Ну вот иногда захлестывает, иногда нет. А кстати, вот интересно про высоту волн, да, то есть, ну, у меня вот бывшая там жена, да, Лилия, пугается очень сильно, например, говорит, как ты там плаваешь, там, у тебя там волны там 5 метров, ну, 5 я что-то не помню, чтобы у меня было, ну, хотя, может, она там где-то видела в прогнозе. Вот. Но у меня вот сейчас там в прогнозе 3,5, например, да, или даже меньше, по-моему, 3,3, да, 3,3 метра высота волны, ну, вот, смотрите, да, высота волны 3,3 метра. Вот. Но что такое, когда говорят о высоте, не упоминая длину, да, волны, или то же самое, насколько она крутая, да, ну или еще по-другому, насколько она частая, да, то есть вот в прогнозе помимо высоты там указывается и период, да, то есть как часто вот эти гребни, они приходят. Так вот, вот сейчас в прогнозе для вот такой волны 3,3 метра период 9 секунд. Ну, примерно вот можно посчитать, наверное, так и будет, да, вот сейчас я с гребня спустился, сейчас я вот на второй гребень поднялся, да, вот она длина волны. Вот, так вот из этого периода легко посчитать длину. Там формула, значит, такая, то есть ускорение свободного падения g, да, 9,8 метров в секунду в квадрате, да, умножить на квадрат вот этого периода, то есть, например, если 9 секунд, да, то в квадрате это, а у меня, кстати, по-моему, 8 секунд, да, 8 секунд в квадрате 64, да, вот, 64 умножить, ну, грубо говоря, на 10, да, и поделить на 2π, ну, то есть, грубо говоря, поделить на 6, то есть, можно эту формулу еще так упростить сильно, можно просто период возводить в квадрат и делить на 1,5, ну, это будет грубо, но, ну, оценочные значения нормально, да, то есть, вот, 64 не поделить, умножить на 1,5. Умножить на 1,5, ну где-то будет 90, да, ну, вот, длина волны 90 метров, вот, а высота 3, вот вы представляете, ну ладно, это как бы там и ямка, и горка, да, если даже взять только половину длину волны, ну, например, только горку, да, ну, значит, это будет 45 метров, да, вот 45 метров горка по длине,
а по высоте 3 метра. Ну что это такое? Это же незаметно, правильно? Вот, поэтому, когда Лиля говорит, о, там шторм идет на Европу, там волны, значит, 12 метров высотой. Я говорю, а какой период? Период там что-то 15 секунд, что ли. Ну, короче, посчитали, там волна чуть ли не 300 метров получается, да? Ну вот, то есть, ну, половина 150. То есть, вот 150 метров длина и 12 высота. Ну, меньше 10%, да, получается соотношение. Вот, так что, когда говорите о высоте волны, не забывайте упоминать либо период, либо длину. Вот, тогда будет все понятно. А так очень непонятно, о чем идет речь. Что, конечно, волна может быть крутая, и тогда это опасно, да, то есть она короткая и высокая. Вот эти опасные волны, потому что яхта не успевает на нее взойти, да, то есть ее либо переворачивает, либо захлестывает. Вот. А это, можно сказать, пологие, спокойные волны. Вот тема течения опасна, когда ветер против сильного течения, что он вот как раз и создает такие короткие высокие волны. Вот, а если еще, значит, к разговору о высоте и длине волны, да, нужно, наверное, еще добавить, что есть же еще понятие скорости волны, да, то есть это, ну, как называется, она правильно называется фазовая скорость волны, то есть это как распространяется фаза, да, ну, фазой, например, как любая точка перемещается, да, то есть вот она идет ниже, ниже, потом выше, да, вот это вот ее скорость, да, фазовая. Вот, так и фазовая, то есть фазовая скорость волны, она прямо пропорциональна периоду волны. То есть, например, чем длиннее волна, тем больше ее скорость. То есть, это легко считается, если мы знаем длину волны, мы делим на период, да, и получаем скорость. Вот, например, если волна 100 метров в длину и у нее 10 секунд период, да, то получается скорость 10 метров в секунду. Ну, вот в моем случае, да, 90 метров, период 8, ну где-то, ну примерно, да, там, примерно тоже, да, чуть больше, там, 11, да, 11 метров в секунду фазовая скорость. Вот, то есть я думаю, да, то есть если длинные волны, они, конечно, более мощные получаются, да, то есть они более быстрые, то есть если, ну, она попадает вот в борт, то она бьет сильнее, чем короткая волна. Вот, ветер уже стих до 15 где-то узлов, может до 20 порывчики. Думаю, можно уже поднять грот, распустить пару риф, пару рифов распустить, одни рифы распустить и остаться уже штормовой убрать. Я, конечно, стараюсь делать перед отходом, вот, но его примерно на неделю хватает всего.
То есть вообще две этих самых штуки, но две заливать смысла нет, потому что он испаряется. То есть он, если ты его не используешь, он все равно через неделю-две испарится нафиг весь. Поэтому я вот только одной пользуюсь и одну заправляю. Ну, в целях экономии. Она сломана, тут надо еще держать много что, чтобы она вообще не развалилась, потом ее не собрать будет. Хорошо, идем. Но завтра циклончик ждет. Я сильно-то не хочу на север уходить, чтобы потом против ветра не возвращаться. Как-нибудь пережду, так чуть-чуть отойти, потому что если совсем не уходить, будет 40-50. 40-50 как-то, ну не знаю. Не хочется. Можно, конечно, наверное, в дрейфе полежать. Он тоже быстро пройдет, но черт его знает. Думаю, ладно, немножко потеряю времени, конечно, но что делать? Чуть без двигателя не остался. Полез, значит, проверить уровень топлива, чтобы залить, значит, сейчас пока спокойно. Вот циклон завтра будет. А гайка, которая притягивает там, 4 подушки, да, на которых двигатель стоит, и гайка, которая притягивает двигатель к подушке, она уже на самом кончике болта была, уже вот-вот готова была слететь. Она, во-первых, нифига не держала, во-вторых, просто могла куда-нибудь укатиться вместе там, с шайбами пружинными. Как я заметил, я тоже вот удивляюсь. Что-то как-то я так обычно я никогда не смотрел, потому что они никогда не откручивались. Но раньше они были из обычной стали, они там все позаржавели, и может быть поэтому они не откручивались от вибрации, да? А сейчас, то есть несмотря на то, что там все то же самое, но только все из нержавейки сделано, каким-то чудом она открутилась. Хотя мы затягивали с Антоном очень хорошо все. Ну, проверил три другие гайки. Ну, подтянул их, то есть можно было их еще потянуть, но вроде бы они более-менее держали. Короче, фу. Там еще жарко, весь мокрый. Сейчас буду 2 канистры топлива, вот уже заливаю. 1 канистру заливаю, потом еще 2 залью. Вот об этой гайке речь шла. То есть она болталась вот совершенно вот здесь, вот на самом кончике. Вот, сейчас я ее затяну, все нормально должно быть. Получил интернет сегодня, слава богу, иначе бы я влип в самый центр, ну почти в самый центр циклона завтра. Вот, то есть тот циклон, который должен был уйти на юг, он нифига не ушел на юг, он пошел на восток, прямо на меня. Вот так вот меняется погода, даже на 3 дня вперед ничего нельзя предсказать. Вот. Ну и я как раз получил прогноз, там получил вчерашний ответ от Деза. Он говорит, что ну блин, на тебя циклон идет и двигает хотя бы на 26-ю параллель. Вот. Ну я в общем так туда сейчас и иду, то есть где-то на северо-запад повернул. То есть сначала думал прямо на 26-ю, потом посмотрел, блин, а с нее потом возвращаться, черт знает как, против ветра. Думаю, так далеко заберусь, потом ну, точно не вернусь к субботе. Потому что там потом опять непонятно, что делать. Потому что там вот этот 2-й циклон, который в пятницу где-то в пятницу зарождается возле Ричардс Бэя. И там прям уже дует тоже 45 узлов, но попутный. Короче, нельзя сильно далеко уходить на север. Что надо все-таки попытаться в субботу, пусть там с сильным ветром, но попутным, залететь в этот Ричардс Бэй, ну и там уже спрятаться от всего этого безобразия. Я тоже, конечно, при таком ветре не знаю, что там возле берега будет, как там заходить, то есть опасно, не опасно. Тут надо было мне Деза спросить еще, но я, может, еще если интернет будет, напишу ему, как заход. Так с Гугла вроде все выглядит нормально, то есть там глубины небольшие, там может быть в этом заходе метров 10-15 глубина, то есть не знаю, там эти волны разбиваться должны, по идее, огромные, вот такой берег. Черт его знает. Короче, да, сложности. Переходик, блин. Ну, все говорят, что это самый сложный. Из кругосветки, да. Вот,
не по сильно высоким широтам, а так вот вокруг Африки. Это самый сложный участок, наверное. Сегодня прочитал не в мобильном приложении, а на веб-странице самой тарелки. Там такая надпись интересная появилась, типа уведомление, что поскольку я нахожусь вне своей зоны обслуживания, а моя зона обслуживания это там, Австралия, Новая Зеландия, вот тот континент, да, то вроде как сервис может быть мне недоступен, либо быть плохого качества. Я такой, вот раз, а за что я тогда плачу вот эту подписку на priority data, да, то есть приоритетного трафика. То есть что вообще, черти что с этим Starlink'ом, блин. Может быть, да, может быть из-за этого у меня проблемы с подсоединением. Написано, что, не написано, что все время, написано в час пик или в часы пик. Когда у них там часы пик? Я не знаю, в Африке. Я ночью пытался подключиться, без разницы. Решил фены поставить. Ветра практически нет, где-то 6-7 узлов, может быть 9 узлов дует. Но так вот астелик такой поможет, скорость увеличит, будет там, не знаю, 6-7 узлов будет скорость. Сейчас тоже 6, это там течение помогает, то есть опять все поменялось, только что загрузил последний обновленный прогноз, примерно стало как и было раньше. То есть это, то, что утрешний прогноз погоды, он, видимо и вчерашний тоже, он только всех напугал, вот, а на самом деле ничего страшного. То есть если я куда поднялся, то есть я вот шел, да, и потом вынужден был пойти на север, вот сюда, да, пошел наверх. Вот, но сейчас, если посмотреть, значит, я думал еще выше на север подниматься и потом поворачивать, да. Вот, сейчас вот такая погода, да, то есть ветра практически нет, иду на моторе. Ну, так его всю ночь практически ветра не будет, да, только под утро вот он фронт проходит, вот в этом месте где-то здесь вот посерединке, да, то есть меняется ветер, то есть сначала он дует северо-западный, да, меняется на юго-западный. Вот, это значит, с 5 утра, да. Но он не сильный, то есть что тут 15, 10, 15, тут 20, 25, правда, здесь 25 есть, но не продолжительно. То есть вот тут здесь уже только 25 в одном месте, здесь уже 20. И все, и через там 6 часов, в принципе, вот, даже уже к 11 уже 20 дует, а к 5 вечера уже 15 становится. Я, в принципе, нормально, за четверг я должен дойти до своей поворотной точки. Доброе утро, говорю сам себе. Приходит второй циклон. Он как бы южнее меня проходит, вот, но фронт приближается. Но фронт не такой, как в первый раз был. То есть первый раз он прям четко его было видно. Сейчас вот попробую его снять на другую камеру. Но он совсем такой, просто тучки, да. Вот сейчас уже дождик пошел, тучи набежали. Но нет такой очерченной четко полосы, когда прям видно, что вот он идет фронт. Поэтому называется фронт. Может быть, на этой картинке чуть лучше фронт видно. Сейчас он уже такое очертание получил вот этой черной тучи, за которой некий просвет. То есть вот как раз как я ее прохожу, так ветер меняется на 90 градусов. То есть сейчас дует в правый борт, а будет круто дуть в левый. Вот он уже совсем дошел, уже практически встречный. Еще немножко с правого борта, но уже парус это очень. Уже максимум любую выбрал.
пошел. 20 узлов дует. Это вымпель 20 узлов. О, полил. В какой-то момент он должен все-таки стихнуть. Я думаю, сейчас как раз во время дождя, сразу, наверное, во время дождя он где-то стихнет, а потом после дождя поменяется. Ну или где-то сразу вскоре после дождя. Уже 17, ну так, уже не 20. Капитан был неправ. Та туча оказалась не холодным фронтом. Если это был какой-то фронт, то может быть теплым его можно назвать. Вот. Хотя там вряд ли такое бывает, что циклон только зародился, обычно там большое расстояние между теплым и холодным фронтом. То есть когда они уже близко друг к другу, это уже значит, что циклон почти умер, то есть они когда сливаются, то такой флюидный становится, и циклон лишается своего источника энергии, вот этого теплого сектора между теплым и холодным фронтом, и умирает. То есть, короче, тучка прошла, дождь прошел, то есть ветер поменялся немножко, где-то на 20-30 градусов, но все равно еще правый галс, такой крутой винд. Вот. Но я вот вижу другую точку на горизонте. Возможно, вот это и будет уже фронт, потому что по моим расчетам он где-то в 8 я должен был его пройти, а та точка была только в 7 часов. Сейчас 7:30, и вот я вижу точку еще на горизонте. Если я покажу, возможно это оно и есть. Так похоже, конечно, но вот и та тоже была похожа. Какой-то не впечатляющий фронт. То есть после вот второй точки он как бы поменял опять направление, то есть он сейчас встречный дует, то есть еще на 30 градусов поменял. То есть он так такими ступеньками меняет. Дискретно на 30. Там я вижу на горизонте еще точку, но это, наверное, уже будет последняя, третья, когда он уже еще на 30 поменяет и перейдет уже на левый галс. Ну, как бы в сумме где-то 90, да, будет. Все, фронт прошел. Где-то ветер сейчас 20-25 где-то так дует. Ну, волны пока сильно нету. Так, конечно, носом тыкается периодически в волну и скорость падает при этом. Ну, очень круто, где-то градусов 20, наверное, 30 максимум к ветру. Сейчас без мотора никак. А уваливаться на север не хочется, потому что мне надо на юг. Волну немножко подразогнала, конечно. То есть сейчас скорость упала. 3,5, 4, так, 4,5, может быть, иногда. Врезается носом в волну и останавливается. Ну, на горизонте уже просветы видны, там уже вон голубенькое небо немножко видно. Думаю, к вечеру это все должно стихнуть. Ну, так оно всегда примерно и было у меня. То есть фронт проходит 12 часов. После 12 часов уже более-менее погода. Хорошие новости. Получил ответ от Деса. То есть я ему утром отправил свои координаты, скорость, направление. Ну, я спросил его по поводу захода в Ричардс Бэй, Харбор, бухту, да. Вот, он говорит, что да не проблема, говорит, на картах, говорит, там просто глубины меньше показаны, чем на самом деле на входе. Потому что коммерческая бухта, туда большие корабли заходят. Он, говорит, сам заходил при 3-метровых волнах, 25, ну то же самое, говорит, быть, вот, в принципе, те же условия, что у меня будут, говорит, 3 метра волна и 25-30 метров, 25-30 узлов северо-восточный ветер, говорит, что не проблема. Ну, то есть это меня успокаивает, значит, все хорошо, значит, единственное, что это, скорее всего, будет ночью. Ну, все-таки он порт 24 часа открыт, там все, я думаю, там, ну, по крайней мере, вход обозначен, опять же, GPS есть, то есть по GPS можно зайти, но там, я думаю, там, где сама гавань, куда мне нужно идти для оформления, она находится, можно сказать, в центре вот этого городка Ричардс Бэй. То есть это waterfront, то есть там наверняка там фонари, освещение и пристань освещена, то есть можно будет подойти, в общем-то, швартоваться. Видимо, уже, я не знаю, сразу оформить, их утра надо будет ждать. Вот. Ну, я их вызову там по рации, сообщу, еще надо будет. Имейл, наверное, еще раз отправлю, уже точно подтвержу, во сколько я туда прибуду. Ну, опять же, если интернет будет.
пока, слава богу, есть. Раздуло волну. То есть и облака раздуло, и волну раздуло. В смысле, тучи разогнала, и волну вместе с тучами разогнала. Сейчас дует хорошо, то есть где-то 30 по 30 дует. Стабильно. Стараюсь обороты как бы по минимуму держать, чтобы не разгоняться. Иначе уже несколько раз, уже может быть 3-4 раза так грохнулось с волны, прям мне больно за нее, прям боюсь, что что-нибудь где-нибудь опять отвалится. Третья этого грота стоит, так чисто, чтобы не болтало. То есть пока не стихает, пока только усиливается. Проблемки начались. Сигнал тревоги на двигателе запищал. Температура. Никогда такого не было. Перегрелся двигатель. Но я его быстро выключил. Не знаю, сейчас надо дать остыть ему и потом пытаться разобраться, что с ним случилось. Так вроде посмотрел, навскидку ремни на месте. То есть помпу я менял совсем недавно, в смысле не помпу, а эту крыльчатку. Я подозреваю, что может быть, не знаю, из-за того, что из-за крена у него как-то с выхлопом плохо получается, потому что выхлопная труба получается под водой все время. И у него какой-то такой затрудненный выхлоп идет все время. Я не знаю, может быть, тогда вот эта вот как бы вода оттуда не выплескивается нормально. Может быть, в этом дело, черт его знает. Короче, сейчас пусть остынет, потом заведу, посмотрю, есть ли вода на выходе. Я что-то поторопился выключить, думаю, блин, нельзя двигатели перегревать. Пока поставил штормовой стакси, так 40 градусов к ветру вроде бы можно идти. Потом немножко успокоится, двигатель остынет. Надеюсь, с ним ничего не случилось. Надеюсь. Уже буду смотреть, из-за чего он перегрелся. Но там причин-то не так много на самом деле для перегрева. Потому что обычно крыльчатка, что не поступает соленая вода. С другой стороны, там есть еще вот, я тоже о нем думал, кстати говоря, что я как бы никакого обслуживания в документации не сказано о нем. Это вот помпа пресной воды, то есть это не пресная вода, это антифриз на самом деле, 50 на 50, там 50% антифриза, 50% воды, да, то есть там есть замкнутая вот эта система охлаждения, то есть там тоже насосик есть, который приводится тем же ремнем, что и генератор тока, да, вот, то есть он на том приводе, а на другом ремне висит помпа морской воды, вот, то есть на помпе морской воды, часто крыльчатку надо менять, там, бывает что-нибудь засасывает, там у меня решетка стоит на корпусе яхты, да, то есть там не просто такая дырка засос, то есть там решетка, то есть там вроде бы не должно ничего туда засасывать, но никогда не засасывало. Ко всем бедам еще и интернет отвалился. У меня хороший друг в Германии есть, он мотор хорошо понимает, я в принципе это тоже понимаю, но так иногда с ним полезно проконсультироваться, что-нибудь подскажет отдельно. Вот. Сейчас без интернета и не свяжешься. Закат. Ветер не думает стихать, он только усиливается. Уже за 30 дует, уже по 32 порывчики идут, а так стабильно где-то 29-30. Ой, погодка, блин, и прогноз тоже. В прогнозе 20 было. Понятно, что это вымпельный, конечно, там 30. То есть где-то значит 25, такой истинный. Все равно в прогнозе не было 25, в прогнозе 20. И он уже вот буквально через 2 часа, да, 8 часов, вообще 15 было. Не знаю. Единственное, что я с двигателем сделал, это подтянул ремень помпы морской воды. Ремень, который помпы пресной воды, он в принципе такой нормальный был. Вот. И почитал книжки умные
если руководство по обслуживанию двигателя Янмар, ничего там такого отдельного не нашел, но термостат показывает, ну там есть термостат, да, в системе пресной воды. Но в принципе шланги-то все горячие, я не думаю, что дело в термостате, ведь он, я понимаю, что он открывается там какие-то первые, там, может быть, 15-20 минут, и потом как бы открытый и все время, по идее, должен быть. Ну, то есть вряд ли термостат. То есть, конечно, может быть что-то с помпой пресной воды, но ее меняют целиком. То есть там тоже есть вертушка, вот, импеллер, да, то есть импеллер вроде можно отдельно поменять, а все остальное меняется целиком, но у меня нет ни запасной помпы пресной воды, ни импеллера нету. Утро, наверное, доброе, в смысле погоды, что в конце концов где-то, ну, ночью уже стало стихать, и сейчас где-то так порывы до 22 дуют, но в основном уже где-то так 15-20 ветер. Распустил рифы, почти все, одни оставил. Вот, по идее бы, конечно, штормовой стаксель тоже на обычный стаксель поменять, еще быстрее шло. Но там у меня Генуя стоит, то есть это еще Геную надо убирать. Я думаю, может еще стихнет, так уж сразу Геную поставить. Пока вроде все равно так скорость 5-6, но за счет встречного какого-то течения целый узел опять пропадает. То есть там было такое немножко встречное на карте, но буквально где-то там 0,3 узла, что ли, а тут целый узел. То есть, ну, видимо, тоже как-то эти все карты не очень точные. Вот, ну а с двигателем, короче, я завел его. Вот он, по крайней мере, заводится. И вода идет, то есть вода из выхлопной трубы идет. То есть это не система морской воды. Это если он греется, то есть он только должен греться из-за того, что что-то не так в системе пресной воды. Вот. Но там две основных неисправности, то есть термостат и помпа. Все проверил, что мог. То есть проверил термостат в первую очередь. То есть сначала нужно было, конечно, слить антифриз. Слил антифриз. Крутил крышку термостата, вытащил термостат. Ну, на вид термостата термостат. Проверка работы термостата. У меня вот датчик температуры. Нужно нагреть, значит, ну, почти до кипения 93-97 он должен как-то сократиться там или наоборот раздуться. В общем, пружина должна, я так понимаю, сократиться, чтобы открылась дырка. Нет, она не сократится, она наоборот должна разжаться. То есть вот этот шток выталкивает, собственно, этот клапан. Вот он видно, что уже выталкивает. Он на 8 миллиметров должен двигаться. Сейчас уже 83. Но, в принципе, он уже так и открылся, можно сказать. То есть можно сказать, что термостат работает. Я уж там не замеряю точно, 8, не 8, но на глаз видно, что открылся. Вот он говорит, значит, что он должен начать открываться при 70, грубо говоря, да? Вот, и полностью открыться при 85 на 8 миллиметров. Ну где-то так оно и было. Вот уже 80, я уже выключил плитку, 88, он как раз полностью, мне кажется, там все 8 есть. Видно, что там почти на сантиметр он ушел. То есть, в принципе, термостат работает. Дело не в термостате. Ну, шланги-то я чувствовал, они же горячие были. То есть, значит, по ним вода циркулировала. Ну, антифриз. Вот. Выкрутил этот датчик температуры. Ну, я думаю, датчик тоже работает. Ты вот так же проверяешь, то есть его в кипяток опускаешь, там температура 93-97, он должен пропускать ток, начинать. Ну, то есть какая-то там термопара. Ну, то есть это все работает. Поставил китайский новый датчик, который я несколько лет назад купил, но так руки не дошли его прикрутить. Там с цифровым дисплеем, и он не просто там высокая, низкая температура, да, а он конкретно показывает градус. На экранчике он показывает там, ну, как бы зарядку батареи и экранчик. Такой красивый такой дисплей цветной.
Ну, я так понимаю, там динамик еще встроен, то есть он, видимо, еще и пищать должен начать, если температура выше там каких-то значений. Да, то есть, а датчик этот я новый вкрутил, там есть просто дырка, то есть тоже не совсем понятно, он в правильном месте. Вообще народ как бы просто меняет, выкручивает старый, вкручивает новый. Я думаю, черт его знает, китайский, вдруг он что-нибудь ненадежный. Ну пусть стоит родной, раз он тем более работает, он хоть пищать начнет. Вот. А этот я вкрутил там немножко в другое место. То есть там просто написано, ну, типа, дырка для слива, там может что-нибудь вкрутить. Ну, в общем, все подходит, резьба подходит. Я вот туда вкрутил, то есть он, ну, посмотрим, что он там будет мерить. Ну, единственное, что я не смог, не то, что не смог проверить, я просто не стал открутить саму помпу и посмотреть там саму крыльчатку. Но я думаю, ну, у меня крыльчатки все равно нет. Хотя, конечно, бы я знал, что в чем проблема. Это, ну, конечно, правильнее. Но я побоялся, что там между... То есть этот насос, он прямо на блок цилиндров накручивается тремя болтами. И там две прокладки. И я боюсь, что если они прикипели, то когда я буду снимать, я их могу повредить. И потом просто я не смогу герметично закрутить. Обычно для таких дел всегда новые прокладки покупают. Ну, не знаю. Хотя вот я помню, что я чистил выхлопную трубу, патрубок. Там тоже прокладка стоит, и ее, по идее, тоже надо менять, когда ты откручиваешь, потому что она прикипает. Но она у меня не повредилась, то есть она просто как бы прикипела к блоку цилиндров, а сам этот патрубок, он просто отошел, и как бы, ну, прокладка все равно на месте была. То есть иногда он бывает и как бы к одной стороне прикипит, и к другой детали прикипит, да, и понятно, что если начинаешь их тащить, то она начинает рваться. Завел двигатель полчаса назад, иду где-то на оборотах, может быть, 1600-1700. Вот 63, было 62 где-то минут 5 назад, сейчас 63. Ну так, примерно вот 62-63 оно так держится. Посмотрим, что дальше будет. С утра пришли дельфины меня порадовать. Штиль. На моторе иду, но слава богу, мотор не греется. 63 градуса вот он нагрелся. Вот они, красавчики. Уже где-то час иду, так температура стабильная, 63 градуса. Вот, и интернет еще вдобавок поймал. Ну то есть последний день все вроде бы налаживается. Тьфу-тьфу-тьфу. Двигатель не греется, интернет есть, дельфины вон, ой, красавцы какие. Вот, получил имейл от Деза, он всем 6 яхтам отписал, видимо, народ не пошел прятаться, видимо, народ подумал, да мы что, мы же их смены, мы же вперед. Вот, и все 6 яхт идут, немножко они отстают от меня, где-то, наверное, мне 100 миль, им где-то 300 миль, да, в среднем, то есть, ну, миль на 200 они позади меня. То есть Дез им всем советует, значит, сейчас идти в сторону берега. Вода еще такая чистая. Офигенная вода. Можно прям через воду снимать. Красавцы. Ой, красавцы какие. Насколько вода прозрачная. Еще штиль, что вот этой ряби нету. Вот, так хорошо видно. Все, поиграли. Надоело, да? Или нет? Или еще вернешься? Еще один остался. Все, другие-то ушли уже. Побежал вдогонку. Африка — это там, где сгущаются тучи на горизонте. Это Африка. А там, где чистое небо, это Индийский океан. Позади остался. Не знаю, можно ли это назвать землей, но такое впечатление, что я
Вижу какие-то мысы, хотя там практически мысов-то никаких нету. Оно такое ровное побережье в Африке. Ну, может быть, возвышенности какие-то есть, вот они из облаков проглядывают. Конечно, может, какой-то мираж, ну, вот так вот он проглядывает. Такие вот как бы мысы, как бы возвышенные, ну, холмы, может быть, проглядывают среди облаков. Хожу к Африке. Индийский океан позади. Хочу заявить, что вот эти карты течения null school иногда совпадают. Это все, что я могу сказать. Сейчас они совершенно противоположны. То есть по их картам у меня должно быть там как минимум 2 узла попутное течение. Нифига. Течение встречное, то есть совершенно противоположное то, что указано на карте. По-прежнему иду к берегу, значит, наверное, не знаю, сколько миль, 30, наверное, до Африки осталось. Ну и из того, что Десми написал, что нужно оставаться в районе 3 миль от берега, то есть я так понимаю, что течение оно не появится так быстро, так быстро. Надо прям совсем вплотную к берегу подойти. Я даже думаю, стоит ли так прям туда рваться к этому течению. Ну, получится там 3 узла дополнительных. Ну, так ты потеряешь только примерно, наверное, делая такой зигзаг. Ну, треугольник такой, да, чем по прямой идти. Ну, с другой стороны, по прямой идти в Ричард Бэй, это против течения идти. То есть там как бы теряешь, наверное, не знаю, полузла, может, узел теряешь. Если подойти к берегу, то выиграешь 3 узла. То есть, наверное, такая разница 4 узла, наверное, имеет смысл. Ну, пока иду пока. Ветер сейчас уже Галфинд дует, где-то так 8-10 узлов. Я даже пожалел, что Геную свернул раньше времени. Можно было сейчас еще поставить ее и мотор-сейлингом заняться. То есть, сейчас скоро 6 узлов, я думаю, с Геной было бы все 7. Ну, тем не менее, все равно, я думаю, где-нибудь к полуночи я приду уже в Ричардс Бэй. Где-то за 14 миль от берега течение начинает со встречного меняться на попутное. Пока еще совсем слабенькое, но уже, по крайней мере, оно чувствуется и не встречное. Я тут пытался какую-то математику выстроить по этому поводу. То есть там получается как, если, например, грубо так вот, да, считать, то есть у тебя есть гипотенуза и 2 катета. Вот. Значит, если ты следуешь по катетам, то ты проигрываешь в расстоянии, ну вот так, опять грубо, если катеты одинаковые, да, равносторонний треугольник, корень из 2, да, то есть 1 из 4. Ну, опять грубо, 1,5 раза ты проигрываешь в расстоянии. Вот. То есть, соответственно, чтобы это имело смысл, тебе нужно выиграть скорости как минимум в 1,5 раза, да. Опять нетривиально посчитать, какая же у тебя средняя скорость получается, да? Потому что когда я сейчас по одному катету, например, двигаюсь, у меня одна скорость. Потому что я как бы не против течения иду и не по течению, а течение, скажем, перпендикулярное ко мне, да, у меня там 6 узлов скорость, да? Вот. Потом, когда я по другому катету пойду, у меня будет 6 узлов плюс течение, ну там 9 узлов, да? То есть там в 1,5 раза получается больше, а здесь как бы чуть-чуть больше. Ну, то есть в целом оно как бы чуть-чуть все равно больше. Ну нет, я, видимо, неправильно сказал выгодно, да. То есть получается, нифига получается невыгодно, да. То есть если мы катеты считаем одинаковыми, то есть равнобедренными, да, треугольник, то если я на одном катете выигрываю скорость в 1,5 раза, да, а на другом выигрываю скорость, но не в 1,5, а чуть меньше, там, скажем, 1,2 раза, да, или 1,1 раза, то все равно в сумме я не выигрываю скорость в 1,5 раза. Значит, получается невыгодно идти по катетам, да, если они одинаковые. С другой стороны, если вот этот катет первый, который в сторону берега идет, он коротенький, а другой катет, который вдоль берега, он длинный, тогда там все зависит от соотношения этих катетов, да, то есть насколько тот длиннее вот этого первого. Тогда может, ну, опять-таки, да, то есть примерно как это, то на то и получается. Не думаю, что большая выгода. То есть, получается, можно идти по прямой, можно идти по катетам. Мне кажется, время одно и то же займет. То есть, если даже тот очень длинный, а этот очень короткий,
Ну хорошо, ты тем кадетом компенсируешь, да? На этом ты как бы все равно немножко теряешь, поэтому... Ну теперь уже не остается сомнения, что передо мной земля. Да, если верить GPS и картам, то земля это есть не что иное, как Южная Африка. И заход второй раз за все пересечение Индийского океана солнце заходит не за горизонт, а заходит за горы. Да, тогда она заходила за горы, первый раз заходила за горы Реюниона, и сейчас заходит за горы Южной Африки. Кранцы приготовил швартовые, чтобы в темноте не бегать, не суетиться. Первое утро в Африке. Только что обезьян согнал с яхты. Ну, залезли вот эти вот товарищи ко мне утром на палубу побеситься и потырить все, что можно. Я просто офигел. Ну что за лошади скачут по палубе утром? Разгуливает себе, как у себя дома. Хвостатый. Они ж так могут всяких блох тебе на яхту натащить, я так понимаю, кого хочешь. Всякой заразы принести с пристани. О, акробат, блин. Только в цирке выступать. Что меня окружает утром в Африке. Первым утром поспал 3 часа буквально. Разбудили эти обезьяны. Полночи музыка тут гремела в ресторанах. Народ отдыхал. Сегодня утром прибыли еще 2 яхты и тоже Халбер-Красси. Вот Халбер-Красси 44, по-моему, 43. Вот там Халбер-Красси под канадским флагом 46. И те вот канадцы, они в этой варке участвуют. Вот. А эти ребята за мной, которые шли, яхта София. Вот она, это яхта Суан, которую я на Аисе видел, немецкая яхта. Тоже они вчера пришли, чуть раньше меня. Миграцию я прошел, то есть поставили штамп в паспорте. Сейчас жду таксиста, который должен нас всех отвезти в таможню для окончания оформления. И все, и после этого можно будет желтые флаги убрать. Закончил я оформление. Конечно, сразу же на ум приходит все сравнение, да, с французскими территориями, с французскими бывшими и настоящими колониями, да, и с всеми прежними английскими владениями. Ну, голландскими, может быть, в меньшей степени, потому что конечно, когда-то Южная Африка, Голландия была сначала колонизирована, потом перешла к Англии. Ну, в общем, жопа тут с этим оформлением. Ну, то есть не совсем не полная жопа, не как на Фиджи, конечно. То есть, в принципе, денег тоже не берут, ну, это уже плюс большой, да. Вот. То есть с эмиграцией вообще, к эмиграции, иммиграционной службе особых нареканий нет. Единственное, что они, конечно, не так, ну, видимо, суббота один человек работает, и на ней там все висит, и яхты, и коммерческие какие-то суда, значит, она оформляет, ходит. То есть, как бы, ну, она поздно довольно пришла, утром там ее, ну, долго ждали, ну, можно понять, то есть, я говорю, что нареканий нет, в принципе, там особые волокиты с бумагами тоже нет, там она сама все заполнила, одну форму, я там просто посидел, минут 5-10 подождал, пока она это сделала, фотокопии сама сделала на свой телефон, и вроде как все нормально. Вот. С таможней посложнее, потому что она далеко, во-первых, находится. Вот, и тут такой ненавязчивый сервис, тут, значит, есть таксист такой под именем Эрик, вот, которого тебе сразу же предлагают, и, короче, без вариантов он тебя везет в эту таможню. Вот. Ну, он, в принципе, недорого, наверное, берет, и он 200 ренд берет, ну, это, я не знаю, на 6 надо поделить,
чтобы получить новозеландские доллары. Но он нас 4 возил, меня и вот соседнюю яхту. То есть мы на 4 разбили, там по 50 рент, получилось это что-то там, ну не знаю, там может быть 7-8 долларов новозеландских. Это он, ну, помимо того, он там нас завез в шоппинг-центр, мы там купили сим-карты и продукты. Вот, да, ну таможня такая, блин, занудная, ё-моё. Писать черной пастой нужно было, оказывается. У меня только синяя ручка была. Она мне потом принесла черную, пришлось все заново переписывать. За поля нельзя выходить. Там в анкете одно написано, типа порты ухода, ну, в порядке ухода. Я так и написал в порядке ухода. Она мне, значит, сделала выговор, сказала, что нифига, надо в обратном порядке. Ну, блин, ну то есть, где логика? Написано одно, говорят другое. Вот, короче, переписывал эту форму. Вот. Ну, в итоге как бы все нормально, но, опять же, говорю, сравнение вот с французами, это, конечно, небо и земля. То есть англичанам, ну и всем им бывшим колониям надо, конечно, сильно призадуматься, как вот, ну и главное посмотреть и брать пример с тех, у кого надо брать пример, с французов. Ну вот, короче, значит, более-менее с оформлением все закончилось. Желтый флаг опустил. Проблема в том, что, значит, Арк все-таки он, значит, в среду или в четверг он вышел, я с ребятами разговаривал на яхте, пришли здесь, оформлялись тоже. Они вышли в четверг, но довольно быстро, видимо, шли, быстрее меня. Ну, как быстрее, то есть они все равно позже меня пришли, но все равно шли быстрее. Ну, естественно, они забронировали весь яхт-клуб, и там мест нету. То есть я вот сейчас стою у железобетонной стенки, которая вчера подходил в 12 часов ночи, там при ветре 30 узлов. Ну, здесь, конечно, потише было, тут немножко закрыто, но все равно незнакомый порт, там по этим всем каналам, ночью, да, ну, буйки, в принципе, нормальные, все подсвечивает, все горит, но когда ни разу не был, то сложно все равно ориентироваться, куда идти, где поворачивать. Так, потихонечку, короче, дошел до стоянки, ну, вроде место, то есть те яхты, которые за мной шли, они, видимо, где-то еще были, то есть вот я знаю, София, вот они только утром, ну, даже уже днем, можно сказать, на следующий день пришли. Вот. А там еще, где еще остальные яхты, ну, наверное, еще идут. Может быть, сегодня вечером придут. Короче, я пришел кроме вот той яхты Swan немецкой, да, там, ну, еще, наверное, 1 или 2 лодки стояло, но не яхты. Не знаю, что за лодки, откуда они, ну, тут всякие эти самые, боут стоят, которые, ну, корабли там выводят из порта. Вот, ну, так, места были, короче. Ну вот, подхожу к этой бетонной стенке. Стенка, то есть тут приливы где-то, наверное, полтора, так в среднем 1,5 метра, да. Вот, и то есть не плавающие понтоны, а просто железобетонная стена, и у них лестница, значит, наверх. То есть я где-то в середине, наверное, отлива приходил, и, ну, теоретически я бы, наверное, даже мог запрыгнуть на эту стену, если бы лестницы не было, да, но я как-то так умудрился четко подойти к этой лестнице, что я быстренько по лестнице со швартовыми в руках скарабкался и в общем, яхту пришвартовал. Вот. А сегодня уже, когда эта София подходила, у них там 3 человека, во-первых, экипаж, тоже в Халбер-классе, там 44, помню, 44 фута. Вот. Кроме того, что у них 3 человека экипаж, им еще там с берега помогало несколько человек швартоваться. Я думаю, ну вот, да, разница между приходом днем и ночью. Короче, думаю, может быть, взять все-таки машину. Говорят, что на севере, то если поехать на север, там, ну, где-то там 100 километров, много всяких частных заповедников находится, с кучей всякого зверя, там, слоны, тигры, в общем, все африканское такое. То есть можно вроде бы посмотреть. Вот, и может быть, ну, не знаю, я поначалу так думал куда-нибудь, что тут, ну, как стоять, тоже не туалеты, ну, наверное, туалет в ресторане там есть, вода вроде бы есть на причале, то есть можно водой, ну, как бы с душем, наверное, проблемы не будет.
Вот. Ну и туалет тоже, наверное, как бы в ресторан, наверное, можно ходить. Вот. Ну, то есть оно это как бы публичное место, тут все открыто, тут ничего не охраняется. Вот я спросил, говорят, ну, вроде безопасно, тут приглядывают за яхтами. Кто, непонятно, кто приглядывает. То есть так вот, чтобы каких-то, ну, какой-то security, там, каких-то сторожей, ну, так не видно. Вот. Ну, наверное, если так ничего на палубе не оставлять, закрывать яхту, может быть, ничего страшного, может быть, днем никто не полезет. Вот. Хочу поездить, ну, наверное, поездить, остаться здесь, потому что посмотрел другие места, там хрень редьки не слаще. То есть практически марины все полные, забитые, либо мест нет, там какие-то яхт-клубы, которые частные, в которых мест нет, и где-то, значит, ну, где-то есть, конечно, якорные стоянки, где-то моринги есть. Но опять-таки, вот как это все было на французских территориях, такого нет, где, значит, и марины со всеми удобствами, никакой бюрократии. Вот. А тут дурдом, тут тут даже локально, ну как в Доминикане вот было, что между локальными портами все равно нужно оформлять уход, оформлять приход, то есть опять идти в таможню, в иммиграцию, ну то есть полная чушь. Вот. То есть ты как бы уже оформил приход, тебе опять потом нужно, когда ты не выходишь из страны, а ты просто между местными портами передвигаешься, тебе все равно нужно делать вот это вот дурацкое оформление прихода-ухода. Туалет. Что мы видим? Туалет закрыт. Вот так вот. В Южной Африке с туалетами не все просто. Ну, вот и знаменитые заборчики южноафриканские, через которые не так просто перелезть. Скажем, этот еще ладно, это, наверное, больше декоративный. Тут, наверное, еще как-то можно попытаться. Но есть и похуже. Ну, а вот уже модификация пошла заборчика с проволокой под напряжением. Да, тоже точно не перелезешь, не разрезав проволоку. Вообще это чем-то мне напоминает Доминикану. Жизнь в гостиницах, огороженных забором. То есть там у них свой мир, а за забором свой мир. Ну да, то есть чистотой, конечно, Южная Африка тоже не отличается. Жуть. Как Доминикана. Ну, говорят, что тут вода чем-то заражена. Соответственно, ни купаться, ни пить, ни рыбы есть нельзя. Вот, пешеходных дорожек тут тоже нету, не говоря уже о велосипедных. Google Map даже и не предлагает опции из точки А в точку Б на велосипеде доехать. А это как раз яхт-клуб в Ричардс-Бэе, который заняли гонщики из Арк. Ну, может быть, они, конечно, в течение недели уедут, через неделю это там освободятся места, но кто его знает. Тут мне рассказали, что в среду там проводится семинар, как обогнуть Южную Африку для гонщиков. Ну, вроде как и все остальные тоже могут прийти. Это мне как раз вот немцы с яхты Суан сказали, что в среду в 3 часа пойдем послушаем, что расскажут